Ребят, всем привет! Вы на канале Roman Racer, где вы моими глазами можете наблюдать за гоночной карьерой моего сына Романа, картингиста, симрейсера. И сейчас я хотел бы рассказать о нашей поездке в Италию, в Ланато на Winter Cup Trophy, о том, как это все прошло. По протоколам мы заняли итоговое финальное 15 место. Но, как правило, цифры в протоколах не всегда отображают реальность, то, на что мы претендовали, и то, как проходил этот гоночный уикенд. И об этом я хотел бы сегодня рассказать в этом ролике, подробно, насколько это возможно. Привет, меня зовут Роман Мурачев, мне 9 лет, я гонщик команды E1 Go-Kart Racing Team. Вообще, это история о начале сезона 2026 года, о наших первых шагах на международной арене, где все было впервые для нас, все было новым и очень интересным. Это история о том, как мы боролись, росли, столкнулись с неожиданностями и старательно их преодолевали, и что из этого вышло, вы узнаете в конце ролика. Спасибо, ребята, всем, кто подписан, кто нас поддерживает. А мы погнали! Итак, прошлый сезон для нас был настоящим испытанием. Это был наш первый сезон, где у нас все было в первый раз. Мы начинали все с нуля, сталкивались со всеми ошибками, которыми возможно столкнуться новичку в этом виде спорта. Но в то же время он был для нас очень динамичным и показал, что мы действительно способны претендовать на высокие места. Сезон Rock Cup Poland для нас закончился второй позиции на финальном этапе в Зеленой Гуре, где мы в уверенном стиле доказали, что можем бороться с топовыми ребятами, которые уже занимаются картингом по несколько лет. Для нас это, как вы знаете, был первый сезон. И сезон завершился большими позитивными эмоциями на подиуме, а также историческими достижениями для нашей молодой команды. И самое главное, мы убедились и поверили в то, что мы можем претендовать на топы. Этот сезон доказал нам это, и теперь дальше следуем с новыми амбициями и ожиданиями. Мы прибыли в город Ланато, трек Саутгарда. Это легендарный трек с историей, вызовами. На этом треке абсолютно все гонщики Формулы-1 занимались картингом. Абсолютно. И, естественно, ощущение вот этого магии этого места, оно очень сильно вдохновляет. Это, конечно, очень круто. Эта трасса проверяет все, и скорость твою, и точность, и смелость где-то, умение обороняться, атаковать. В общем, отличный трек в классной стране. Так, ребята, мы уже на треке, суббота, рано утро, сейчас идут прогревочные сессии в каждой категории. Потом будет квалификация и гоночные заезды субботние. Завтра повторится такая же история. Пока не начался гоночный уикенд, хочу подсветить некоторые вещи. Как обстоят дела? Мы 3 месяца мы были без практики, не ездили на открытых треках. Все, что в межсезонье мы делали, это занимались на симуляторе, занимались в тренажерном зале с Ромкой и ходили на тренировки в зальный картинг, что в принципе несопоставимо с тем, что ребята постоянно проводили время за границей, в Италии, в Испании, на открытых треках.
на этих же треках тренировались. У нас такой возможности не было ввиду проблем с документами. Поэтому мы уже в проигрышной ситуации. И поэтому мы точно не рассчитываем на супер какие-то результаты. Готовимся к борьбе, готовимся к практике. Все наши главные старты еще будут в этом сезоне. Мы нацелены на чемпионство в польском чемпионате. Но итальянский мы рассматриваем как хороший старт, хорошую тренировку. Вот. Ну и, кстати, еще не забыл сказать самое главное. На этом треке мы в первый раз только 3 полноценных тренировки провели. По сравнению с ребятами, которые здесь уже ездят там по несколько лет. Вот так. Все. Пожелайте нам удачи. Shout to all my lost boys. Shout to all my lost boys. We rowdy. Shout to all my lost boys. Shout to all my lost boys. We rowdy. Shout to all my lost boys. Shout to all my lost boys. We rowdy. Shout to all my lost boys. Shout to all my lost boys. When you're ready, bass. When you're ready. Так, ребятки, первый старт. Winter Cup Trophy, Италия, Ланата, Саутгарда трек. С квалификацией с первого места. Повезло нам, парень, который занял, перед Ромой приехал, у него было 2 килограмма недовеса, его дисквалифицировали, поэтому Рома идет первый. И сейчас вот идет разогревочный круг, сейчас будем смотреть, как это пошло. Все, пожелайте нам удачи. Так, прогревочный круг. Давай, Рома. Давай, Рома, давай. Выстраивается в 2 линии. Рома будет идти по внешней. Давай, Ромыч, удачи, давай, малыш, давай. Пошел. Давай, Ромыч, давай. Да! Рома! Иди сюда, мой чемпион маленький. Горжусь тобой. Ну как, трудно было? Не сильно. Не сильно? Ну тогда нет. Я такой спокойный. Ты хоть волновался немного? Вообще, в целом, первый день для нас был мега удачным и позитивным. Сразу же после старта первой гонки Рома уверенно, немножечко с борьбой, но довел эту гонку до победной. Было видно, как Рома едет стабильно, уверенно, борется с ребятами, обороняется, атакует. В целом, очень приятно было впечатление от просмотра этой гонки. Во второй гонке прошло еще более успешно, благодаря тому, что он сделал небольшой отрыв на старте, и ребята сзади начали бороться между собой. Рома в течение всей гонки очень комфортно ехал на достаточно большом расстоянии от основного пелотона там, и привез им несколько секунд. Одна из тех гонок, которая вообще просто была не напряжной, спокойной для нас и для Романа. Но воскресенье нас ждал новый вызов, новый сюрприз. Ребят, привет! Сегодня 22 февраля. Мы с Сирмиона, это Италия, озеро Гарда, недалеко от трека Саутгарда, Ланата. И у нас сегодня второй день нашего гоночного уикенда. Вот, вчера был очень насыщенный эмоциональный день. Первый pole position, первых 2 заезда мы выиграли. Сегодня будет прогревочный заезд и 2 гоночных. Причем будет интересная система. По сути, первых 3 гоночных заезда это является квалификация к финальному заезду 4-му. Никакие положительные результаты в первых 3 заездах не перекроют, если случится какой-то факап в 4-м финальном. Поэтому это самая сложная часть будет и самая эмоциональная.
Особенно, когда ты видишь, что Рома может, у него получается. В общем, посмотрим. Любимая игрушка — это камера. На первой же тренировке, перед основными заездами, мы увидели, насколько двигатель реально слабый по сравнению со вчерашним. И уже по результатам тренировки, по протоколам было видно, насколько будет тяжело вообще в целом весь день нам откатать. И эта гонка была абсолютно диаметрально противоположной тем, которые происходили днем ранее. Рома всю гонку оборонялся, всю гонку защищался, и было видно, насколько ему тяжело. В какой-то момент его оборонительные потуги не сработали, и ребята начали его обгонять. В итоге у нас получилось финишировать только на 4-й позиции, к сожалению. К финалу мы подошли с таким тяжелым ощущением, что эта гонка будет не просто сложная, это будет мега сложная гонка, и будет невероятно круто, если мы в принципе зацепимся за призовое место. Сама финальная гонка, расположение на позиции финальной гонки влияет результаты первых 3 гонок. И по сумме баллов, благодаря первому успешному дню, мы сохранили за собой первую стартовую позицию в финале. Гонка сама разворачивалась очень драматично. В целом, что было неожиданно, в течение первых 8 из 10 кругов Рома реально лидировал. Да, там его обгоняли, да, он боролся, он возвращал себе позиции, реально боролся со всеми ребятами, которые ехали его сзади, подпирали, и защищался как только мог. И было интересно видеть, как в поворотах Рома умудрялся оторваться от пелотона, а на прямой они все его догоняли и начинали его жестко атаковать. И в какой-то момент ситуация, естественно, вышла из-под контроля, и Рома потерял сразу 2 позиции и оказался на 3-м месте. Тут уже хотя бы удержать эту 3-ю позицию. Но так получилось. В конце 8-го круга парень, который ехал сзади, не выдержали эмоции и сделал нам дайв-бомб, въехал в Романа. Вообще в целом там выбил несколько гонщиков одновременно. Кое-как доехали, по-моему, там до 10-го места, но за счет того, что у нас сбит был бампер из-за аварии, дали штраф, и в итоге у нас финальная 15-я позиция. Финальная позиция не показывает ровным счетом ничего, и как мы уже потом общались с тренером, гораздо лучше приехать 15-м, но по скорости быть в топе, чем приехать там в топ-3 в финальном заезде, имея при этом меньшую скорость и просто на удачу заскочив на эту позицию только лишь потому, что ребята впереди там накосячили и попали в большую аварию. Более того, мы завоевали пол-позишн, что очень сильно подсластило наши послегоночные ощущения. After understanding category for position in 56.228 went to Wabanga Mocho. Спасибо ребятам, все, кто смотрит за нами, следит еще раз. Спасибо за вашу поддержку. Нас это очень сильно вдохновляет. И очень скоро ждите на канале ролик о старте в чемпионате Польши. Там тоже будет интересно, драматично и будет что показать и рассказать.